Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Мастер Си, и сегодня мы сделаем с вами обзор игры Apex Legends Mobile, которую Electronic Arts удалила из всех площадок и отключила сервера 2 мая 2023 года в 6 часов утра по Тихоокеанскому времени. Оценивать мы эту игру будем по 5 критериям. Поехали! Для начала я расскажу, что из себя представляет Apex Legends Mobile. Это многопользовательская королевская битва, где в матче участвует 60 человек и имеет еще парочку других режимов: гонка вооружений и возрождение на базе. Управление. Наш персонаж может ходить налево-направо, вперед-назад благодаря электронному джойстику, брать одно из двух имеющихся оружий, использовать гранату или что-то метательное и щит, перезаряжаться, целиться, стрелять с прицелом, стрелять без прицела, подбирать предметы, переключаться на вид от первого и третьего лица, ставить метки, оглядываться, скользить, прыгать, выражать эмоцию, включать микрофон для взаимодействия с реальными игроками, отключать звук от тиммейтов, чат и различные способности. Отдача у оружия средняя, и во время стрельбы ее более-менее легко контролировать. Управление персонажем приятное, и в управлении оружием не чувствуется каких-то недостатков. Есть возможность включения автоприцела, количество предметов, которые может взять автоподбор, сделать отдельные раскладки кнопок для королевской битвы и сетевых игр, изменять чувствительность при использовании разных прицелов и поменять цвет прицела. Все по стандарту. Оружие влияет на скорость передвижения. У безоружного персонажа скорость выше, чем у вооруженного, что в принципе логично, однако инвентарь на скорость не влияет. Конечно, если приколебываться к мелочам, то можно учесть такие недостатки, как отсутствие анимации превращения персонажа, почему Octane имеет странную анимацию бега с оружием и может лазить по невидимой стене и так далее. Однако, как я уже сказал, это все мелочь. За управление я дам 1 звезду. Графика. Качество графики четкое, сложные шейдера имеются, все классно. Красивая картинка и насыщенные цвета. Пользовательские интерфейсы и главное меню перенесены с ПК-версии на мобильную, что правильно сделали. Сам интерфейс выглядит очень хорошо при нормальных настройках графики, да и к тому же мой телефон неплохо вывозит эту игру с нормальными настройками графики. Так что оптимизация здесь на высшем уровне. Интересно, что Electronic Arts имеет в виду, когда написали, что игру удаляют из-за плохого качества? Можно изменить прицел, а конкретно его ореол, ширину и прозрачность. Из минусов по графике я могу отметить сильное нагревание устройства, отсутствие полноценных настроек графики, имею в виду, что есть только качество графики и нельзя изменить отдельно настройки теней, разрешение экрана, качество текстур, систему частиц и моделей. За графику я дам 1 звезду. Геймплей. В игре есть несколько режимов. Королевская битва. Как уже многие знают, королевская битва начинается с того, что вы находитесь на борту чего-то летающего, и лидеру вашего отряда нужно выбрать, куда вы хотите приземлиться относительно траектории полета самолета. После прыжка за борт вы можете отделиться от управления лидером и самостоятельно выполнить посадку. После посадки вы начинаете искать вооружение и припасы. Дальше нужно уничтожать игровых персонажей и не попадать за сужающуюся зону, и в случае, если ты попадешь за зону, то ты получаешь постепенный урон. Главная задача в королевской битве – выжить и уничтожить всех игровых персонажей. В Apex Legends Mobile всего один тип королевской битвы – это командная. В одной команде могут быть только 3 игрока. Подбитых вражеских персонажей нельзя исцелить и тем самым привлечь на свою сторону. Их можно только добить, и само добивание сопровождается крутой анимацией добивания. А затем из убитого игрового персонажа выпадает дроп со всем инвентарем, который у него был. Игрок в нокауте может включить щит, чтобы его не убили издалека, однако щит не защищает его от добивания. Перезаряжаю свои щиты. В случае, если игровой персонаж союзника погиб, то его можно будет воскресить в маяке возрождения, перед этим взяв баннер игрока на месте смерти персонажа. В режиме возрождения на базе главная задача вашей команды – уничтожить 30 противников. Перед началом игры вы выбираете 2 оружия, а затем идете в бой. Все. В режиме игра с оружием ваша основная задача уничтожить 18 противников, и после каждого уничтожения выдается новое оружие, и после 16 убийств ваш персонаж на кулаках должен одолеть еще 2, и только после этого игра заканчивается. В 2 последних режимах после гибели игра продолжается, вы просто возрождаетесь на базе. В игре всего 16 персонажей с различными способностями и характеристиками и скинами. Персонажи делятся на такие классы, как разведка, поддержка, штурм и защита. Еще персонажей можно прокачать,
типа прокачать его щит, сокращать перезарядку способностей и так далее. Сервера работали стабильно, читеров я ни разу не обнаружил, звуки качественные и во время стрельбы появляются без каких-либо задержек. Про обучение, я думаю, говорить не стоит, тут как и везде, оружие, припасы аккуратно сложены на столах, есть мишени и роботы. Хочешь, можешь настроить поведение роботов и в общем качайся на здоровье. За геймплей я дам 1 звезду. Самый лучший комментарий под прошлым видео. Донат и реклама. За полгода существования игры ее не было, что довольно-таки странно, потому что игра от Electronic Arts. Но это хорошо в любом случае. Донат и реклама получают по 1 звезде. Итоговая оценка 5 звезд. Очень жаль, что Electronic Arts решили удалить эту игру из-за какого-то там низкого качества. Хотя, как по мне, игра идеальная. Всем спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну, а я желаю вам всем удачи, хороших игр, мирного неба и до следующего обзора. Пока-пока.